Всем привет, с вами Петр, Лукатми, капитан команды Snow. Сегодня после длительной паузы возобновляю серию гайдов, обзором на одного из моих самых любимых персонажей, Крула. На лан-финалах в Лондоне Крула мне банили в 99% случаев, а когда же мне удавалось его взять, обычно это были слепые пики, я не проиграл ни одной игры против другого Крула. Крула нерфят последние полгода каждые 3-4 месяца, теперь он уже не дисбалансный, но все еще сильный герой. Он очень танковый персонаж, благодаря своим пассивным и активным способностям, которые дают барьер, восстанавливают здоровье, дают вампиризм, ускоряют себя и замедляют, и оглушают, и ослабляют врагов. Огромный спектр действия способностей дает большой контроль над вражескими героями и позволяет вашему тонкому кэрри, например Скарфу, настреливать издалека, пока они втроем безуспешно пытаются убить Крула. Сначала я кратко расскажу про способности, а потом мы посмотрим, как все это лучше использовать. Врожденным навыком Крула является сила теней. Затаившись в кустах на 1,5 секунды, Крул получает большую прибавку к скорости, а также замедляет противника своей атакой на 3 секунды. Понять, заряжена ли способность, можно в левой нижней части экрана, там появится зеленая иконка. Первая способность называется Порыв Мертвеца. Она дает Крулу барьер здоровья, урон по соперникам со всеми эффектами базовой атаки, например, итема Трепещущая сталь, а также помогает сократить дистанцию до врага. Тем не менее, форсируем эту способность только на 11 левеле, потому что вторая способность гораздо важнее. Вторая способность, Призрачный удар, дает накопления, они отображаются в виде точек вокруг черепа над врагом, до 8 накоплений. Каждое накопление снижает урон цели на 6%, всего до 50%, и повышает вампиризм Крула. При активации способности Крул взрывает стаки, нанося урон и излечивая себя. Урон и лечение также зависит от количества накоплений. Форсируем эту способность как можно быстрее. Ульта у Крула называется «Из сердца ада». Он вытаскивает меч из своей груди и кидает в указанном направлении, после чего меч как бумеранг возвращается обратно. Когда меч попадает во врага, он его оглушает и наносит урон. При этом длительность оглушения зависит от того, какое расстояние успел пролететь меч до цели. 1 секунда на близком расстоянии, 2 секунды на максимальном и 3 секунды, если меч оглушил на обратном пути. Красиво, конечно, использовать меч для оглушения в обратном направлении, но на высоких рангах противники могут легко заблокировать меч, когда он летит слишком долго. Поэтому я использую это только если у противников нет рефлект-блока. Кроме того, по пути меч наносит урон всем миньонам и строениям. Однажды мне удалось вслепую украсть кракена у противника, когда я из кустов на линии кинул меч в сторону кракена. Это было красиво, но было всего один раз за все 1,5 года моей игры в Vainglory, поэтому на видео, к сожалению, не попало. Ну теперь давайте посмотрим, как все это использовать. Если кратко, то наша основная задача набить как можно больше стаков на самом опасном враге и взорвать это только когда мы будем уверены, что тот умрет. Враги не любят, когда на них набивают стаки, и поэтому всячески стараются этого не допустить. Убегают, станет и уменьшает скорость атаки наплечниками атлант. Поэтому мы стараемся не дать врагам убежать как можно дольше. Начинаем атаку с заряжения врожденного навыка, садясь в кусты на 1,5 секунды. После этого атакуем врага, замедляя его. В это время используем первую способность для увеличения урона по врагу и уменьшения урона по себе. Если цель слишком активно пытается убежать, можно оглушить ее ультой. Зачастую я начинаю атаку с ульты, когда цель стоит далеко. Сажусь в кусты, заряжаю силу теней, кидаю меч, включаю порыв мертвеца, чтобы быстро добежать, и набиваю стаки. Ну и еще один очевидный способ использования ульты – это отменить способность врага, например ульту Адажу или Скарфа, которые забыли использовать рефлект-блок. Ульту Крула сложно заблочить, и даже топовые игроки могут это сделать далеко не всегда, из-за большой скорости полета меча и внезапности. Поэтому хорошие саппорты против Крула всегда стоят на линии полета меча Крула, чтобы в случае необходимости принять стан на себя. Взрывать стаки стоит в следующих случаях. Первое. Вы точно знаете, что убьете врага. Второе. Вы понимаете, что враг точно убежит от вас и дать ему урон вдогонку. Третье. Когда у вас слишком мало здоровья. В более поздних стадиях игры и сражениях 3 на 3 никогда не взрывайте стаки слишком рано, только если вас очень просадили по здоровью. Помните, что пока у противника есть стаки слабости, он наносит гораздо меньше урона, что очень помогает всей вашей команде. Набивать стаки надо на самом опасном враге. Открою секрет. В битве крулов 1 на 1 проиграет тот, кто раньше взорвет стаки.
Теперь посмотрим, как правильно покупать итемы крылу. Логика покупки итемов следующая. Мы хотим набивать стаки как можно дольше. Для этого нам понадобится трепещущая сталь, чтобы противники не убегали даже после окончания действия замедления с рожденного навыка. Защита, чтобы нас не убивали за несколько секунд, пока мы их набьем. Скорость атаки, чтобы быстрее их набить. Ну и для того, чтобы наносить какой-то урон с базовых атак, пока набиваются стаки, мы покупаем переломный момент. С переломным моментом сила базовых атак растет с каждой секундой, пока вы бьете врагов. С ним сражение можно начинать атаками на любого героя, набивая стаки не только слабости, но и переломного момента. Их количество также отображается в левом нижнем углу экрана и может достигнуть 25. При максимальном количестве у вас сила атаки становится равна почти 2 топорам. С таким количеством стаков переломного момента Крул легко убивает троих. Контрить Крула можно с помощью наплечника Атланта, который снижает его скорость атаки. Без скорости атаки Крул не может быстро набивать стаки, а значит становится почти бесполезным, пока действие наплечника спадет. На этом все. Болейте за нас на LAN-финалы в Берлине 10 июня. Мы очень ценим вашу поддержку. Всем успехов. Пока.